У нас работает около 60 человек. Обслуживаем сейчас больше 7 тысяч приложений, но не меньше 5 миллионов в месяц точно зарабатываю. Вообще мечтал быть физиком, честно говоря. Таких кейсов сейчас мало. Мы сделали первую компанию, начали абсолютно с нуля. У каждого было там, наверное, в запасе по $500. Мы, конечно, все просрали. Какой у вас суммарный ARR обрабатываемой вашей системы? Перешагнули за миллиард. Зачем им Adapti? Инструмент, который позволяет превратить какой-то сайт-проект в полноценный бизнес. Adapti должен стать однокнопочной системой. Ну, слушай, это киллер-фича. Как ты видишь Adapti через 5 лет? Я хочу сделать SaaS на 100 миллионов ARR. Куда уходит рынок, туда вы адаптируетесь быстро. Вы же Adapti. Фрилы, деньги, маркетинг, лайрапс. Друзья, привет! Сегодня у нас в гостях очень интересный, прогрессивный, деловой и веселый человек Виталий Давыдов, кофаундер и создатель сервиса Adapti. Он нам расскажет, куда двигается рынок мобильных подписок, что на нем можно заработать, есть ли смысл в него влазить или уже весь поезд уехал. Так что смотрите, ставьте лайки, дизлайки и наслаждайтесь видосом. Всем привет! Сегодня пообщаемся с Виталием Давыдовым по поводу мобильных подписок. У ребят очень большой объем данных, что конвертит, какие ниши идут, поговорим о предиктах, как хорошо сейчас быть молодым разработчиком, когда ты приходишь, делаешь приложение, и тебе сразу все понятно, что с ним будет через 6, 9, 12 месяцев. Погнали! Да. Итак, Виталий, сейчас у вас один из самых крутых сервисов по аналитике для мобильных подписок, для мобильных приложений на рынке. Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть о себе, про то, как пришел в нишу, с чего начинал. Вот. Нам чуть-чуть помощник про тебя подготовил материалы, там много интересного по поводу того, и как ты деньги привлекал, и про то очень интересно, что ты начинал все там с machine learning, с AI и с вот этой вот истории. Соответственно, я так понимаю, это все потом перекинулось и в Adapti, то есть именно потому у вас Adapti такие хорошие предикшены умеет делать, потому что как бы это твоя профильная штука. Вот. Потому как бы было бы интересно узнать твою историю. Мы так понимаем, у тебя математический склад ума, и, в принципе, с данными ты работал еще до Adapti. Ну, да, вообще мечтал быть физиком, честно говоря, и так получилось, сейчас занимаюсь другими штуками. Я там после школы пошел учиться на физика и математика, закончил физтех, с какого-то момента начал программировать, потому что современную физику сложно представить без программирования. На самом деле все открытия, которые делаются там в современной физике, это чуваки сидят и гоняют математические модели на реальных данных. То есть, в принципе, реальный машин learning и то, что применяется в науке, это практически одно и то же. Вот. Получил довольно клевое образование, начал работать с третьего курса, так как работать физиком — это не супер прибыльное занятие. Работал программистом, работал, потом поступил в школу анализа данных, закончил ее и уехал работать в Лондон, заниматься ресерчем. Тогда еще не было вообще никакого Adapti, никакого бизнеса, ничего не было. Мне было там 20 с небольшим лет. И я планировал, реально полноценно заниматься там компьютер-сайенс, придумывать новые всякие штуки, работать в лабе и так далее. Вот, к тому моменту, как я поехал, у меня было уже 3 года такой нормальной продакшн разработки. Я работал в компании EasyTem. Вы, кстати, слышали такую компанию? Да, я слышал. Я не слышал. Нет? Короче, EasyTen — это мобильное приложение для изучения иностранных языков, и мне кажется, в СНГ это было первое приложение, которое успешно применило подписку после того, как Apple разрешил ее использовать массово. Потому что изначально, когда подписка появилась, вообще она была не автопродляемая, то есть каждый раз подписку нужно было подтверждать руками, каждое продление, сейчас это сложно себе представить, конечно, но тогда это были реальности, и подписку разрешали делать только в журналах. То есть там первое подписочное приложение — это приложение New York Times и каких-то таких медиа. Когда подписку открыли, мы были одни из первых приложений, кто начал им пользоваться, и это спасло бизнес. Вот реально спасло от просто банкротства.
В общем, после 3 лет опыта работы там, с данными и с монетизацией там же я начал работать, и Predict LTV мы там делали. Короче, все, что только можно было делать, всем этим я занимался. Я никак не мог Ты определиться. аналитиком был, да? А? Ты аналитиком был там. Да я на самом деле все делал. Я и бэкэнд делал, и считал модели, и так как было приложение для изучения иностранных языков, я делал рекомендацию для слов. Сама идея была приложения такая, что учи по 10 английских слов в день, и чем круче тебе рекомендуют слова в день, была такая гипотеза, тем больше можно заработать. Как потом оказалось, что крутость рекомендаций не влияет на, на заработок, потому что подписки по-другому работают. Ну вот, но тогда мы достаточно много этим занимались. Вот, считали всякие метрики, оценивали. Ну, короче, было прикольно. Там то время, когда я ночевал в офисе, и, ну, реально было супер кайфово. Вот, но я так и не до конца не понял. Типа, я хочу заниматься наукой или продакшеном. Меня пригласили работать в универ в UK, в Лондон. Я такой, ну ладно, надо съездить, посмотреть. Вот, примерно через месяц я понял, что этим я точно больше заниматься не хочу. Потому что после того, как ты работаешь там несколько лет в стартапе, у вас там ну, деньги, вы все считаете, юзеры и так далее, работать в этой среде там, ученых, я что-то понял, что я уже не готов. И плюс... Хотелось с реальностью, да, Ну, где-то конечно, работать. да. И там, в общем, прикол такой, что потолок очень быстро был понятен. То есть там есть люди, у которых реально, ну, они просто на другом уровне находятся, чем я, и я понимаю, что на такой уровень выйти просто, ну, я просто не смогу. И там мой А какого рода ты потолок ты имеешь в виду? Финансовый потолок, научный потолок, умственный, развитие потолок? Умственный. да, умственный, вот именно как бы научная чуйка, понимание, я имею в виду про науку, да, что То есть какой-то врожденный талант, получается, очень важен. Да? да, мне кажется, что в науке это достаточно важно. Это возможно, как в современном спорте. То есть есть некоторые врожденные характеристики, которые, сколько бы ты ни тренировался, ты никогда в жизни это не победишь. То есть все Ну равно... да, кому-то это сразу дано, а кому-то до этого Да, еще надо идти 20 лет. да. То есть как бы Я согласен. я понимаю, что я не сделаю никакое открытие в современной физике, наверное, никогда. Может, там напишу 100 статей каких-то там, буду там возиться с аспирантами, еще какую-то. Короче, я понял, что там потолок, ну, он реально был прям понятен. Может, у меня была бы там комната в какой-нибудь там с табличкой моей именной, там я был бы доктор, там чего-нибудь и так далее. Короче, это все там было прям настолько видно и понятно, и в науке все же клянчат гранты у государства, к сожалению. Я по-другому не могу это назвать. Если грантов нет, то наука не двигается. И, соответственно, там все руководители универов, их задача первая — это наклянчить много грантов. И это вот какая-то неприятная... В общем, мне как-то не очень это нравилось. Вот. Мгм. Все А это выглядит как питчинг какой-то, то есть они идут и говорят, вот у нас там будет стратегически важное исследование для государства, пожалуйста, выделите деньги. Слушай, мне кажется, когда это касается фундаментальной какой-то науки, да, когда условно это не касается чего-то, что можно применять там в обороне, например, да, явно понятно. А что это там какие-нибудь фундаментальные исследования там космоса или там какая-нибудь такая штука, там просто есть статья бюджета, она распределяется между кучей универов, и тебе нужно там по бюрократии получить какой-нибудь максимальный Какую-то свою копейку туда вкинуть. Да. Ну, короче, это какая-то абсолютно такая штука, работа с документами, и это все было супер неинтересно, и заниматься этим я тоже не хотел. А делать гениальное открытие я тоже не мог бы. Вот правильная реакция сейчас появилась. И да, я такой, ну, наверное, надо что-то делать. И, в общем, так получилось, что пока я здесь жил и работал, мы параллельно сделали несколько проектов с моим текущим партнером по Adapt Кириллом. Они пошли довольно успешно. Мы сделали там несколько школ в Телеграме, короче, пошли какие-то проекты, и оттуда мы сделали первую компанию. Параллельно у меня был оффер в Facebook. Ну и вариант был остаться там, работать в науке. Ну, в общем, мне там было типа 22, там, 23, может. Короче, мы решили, что, наверное, надо попробовать сделать компанию, потому что в Facebook я смогу еще разочек пройти. В науку там я, наверное, не вернусь уже. Ну и все, и мы сделали первую компанию. Мы занимались там
таким больше, наверное, B2B enterprise машинного обучения, в основном с компьютерным зрением связанным. Начали абсолютно с нуля. Типа у каждого было там, наверное, в запасе по $500. Заработали довольно неплохие деньги. И начали потом делать адапти. А можешь, пожалуйста, подробнее, что такое B2B с компьютер-виженом? То есть пример какой-то, как это выглядит, в чем заключалась работа? Ну, смотри, в какой-то момент технологии работы с компьютерным зрением, с CV, они сделали прям фундаментальный прорыв. Появились нейросети, появились там сеточные нейросети. Технологически был очень большой буст. Это было примерно 8 лет назад. И открылась куча возможностей, как в бизнесе применять компьютерное зрение. Появились там всякие маски, такие больше консюмерские истории. Для B2B появились штуки, когда автоматизация документооборота. То есть ты можешь распознать документ, снять с него всю информацию и быстро это запроцессить. Допустим, компания распознает там паспорта, знаешь, то, что в KYC сейчас ты реагируешься в банке, отправляешь там свой селфи и документы, все это сверяется, матчится, риск скорится и так далее. И вот мы делали такие решения где-то на заказ, но часто старались переиспользовать. Вот у нас был solution, который помогал сматчить селфи с документами и вылить скоро, насколько там реальный человек или это фейк. Это там где-то 18-й год, грубо говоря. Ну, даже, может, чуть-чуть пораньше, да, может, 17-й, вот так вот. То есть это достаточно новое было, то есть про это мало кто говорил, и мы, конечно, все просрали, потому что вместо того, чтобы двигать это... Ну, то есть из-за этого можно было бы реально сейчас сделать компанию уровня Veriff, например. Veriff — это вот... Ну да, они Veriff. крупные. Это большая компания. Мы абсолютно все просрали, и никто, типа, не понимал, что с этим делать. Ну, короче, эта история абсолютно потерянная во времени, вот. Но это было прикольно, да. Конечно, никто ничего не понял, что нужно из этого делать, потому что все старались выжить, но по итогу все как бы нормально, да, на этом заработали. И в какой-то момент мы поняли, что что-то там какие-то тяжелые слишком продажи, мы их не осиливаем. Ну, когда тебе типа там 24-25 лет, и тебе надо продавать реально в большие компании, и тебе кажется, сейчас эта сделка должна закрыться за 2 недели, она не закрывается 3 месяца, и ты думаешь, блин, я, наверное, что-то не так делаю. Что никто не мог объяснить, что там, если стоимость контракта там, ну, не знаю, 2-5 миллионов в год, что сделка будет закрываться в год такая. Да, и никто не мог это как-то нормально, внятно мне объяснить. Вот. И мы такие, блин, надо сделать B2B SaaS. Что-то Начали типа... искать, что делать. Да, ну тогда еще был типа, когда это уже конец, наверное, 19-го, мы такие, блин, ну надо сделать B2B SaaS, короче, ну, потому что хочется делать что-то одно, выращивать, растить капитализацию, и тогда, ну, короче, adoption подписок прям очень большой стал, мы такие, блин, ну, вроде мы что-то соображаем, погнали. Ну вот, тогда смотри, то есть получается, если это был 20-й год примерно, вы же должны были изучить рынок сначала до этого, там какие есть игроки и так далее. Если я правильно помню, 20-й год — это Revenue Cat был тогда, он такой был крупный в принципе. И я так понимаю, вы на него смотрели и думали, нам надо сделать лучше, что мы можем предложить, там накидали какой-то бизнес-план. Ну, то есть это такая история это была, такой трекшн? Это хорошее предположение, и, наверное, я бы сейчас бы так же делал, но тогда нет. Тогда просто... Я реально, я не понимаю... Просто бери больше, кидай дальше, да? Я реально, я не понимаю, как все получилось. Мы такие, блин, надо что-то типа сделать, короче говоря. Такие, ну, вроде мы соображаем в подписках, вроде тема типа горячая, ну, давай типа что-то сделаем. И мы вообще, ну, то есть мы, ну, буквально ничего не посмотрели. 0, ничего. То есть, типа, я пообщался там с 3 своими друзьями, и такой, ребят, ну что, типа, заплатите там... Нормальная тема, да? Да, 50 баксов в месяц нормально? Ну ладно, давай, типа. И все. Ну, то есть, типа, ну, это очень какой-то... Короче, это неправильный подход, но по итогу, короче, это получилось. Вот. На самом деле, в 2020 году, мне кажется, никто не знал про ревника. То есть мы как-то это гуглили, я не совсем, конечно, мы 0 сделали, я пытался что-то погуглить, но я помню, что я вообще ничего тогда не нашел. То есть как бы, типа, какие-то там отголоски, там что-то, типа, ничего не было понятно, что происходит вообще с рынком. И примерно спустя там неделю
какого-то такого изучения, я такой, блин, ну, наверное, типа там около нуля что-то происходит. Вот. И все, и как-то мы так начали. Не, ну могу сказать, мы с 20-го на Revenue Cat сидели. Да, Примерно. просто обычно люди, когда находят, что около нуля что-то происходит, они наоборот отказываются от идеи. Вы такие, около нуля давай. Понимаешь, что прикол, что я как-то взросшен был венчурными идеями всю жизнь, вскормлен просто этой венчурной моделью, что рынок надо создавать, а не идти на готовый, что типа надо делать какие-то типа штуки, которые никто не делает. Это на самом деле очень тупо, я сейчас никому не советую так делать. Но Надо анализировать, да? да, это типа какой-то абсолютно безумный был склад как бы ума, что надо делать то, что уже работает. Вот, сейчас я так считаю. Или хотя бы иметь какое-то финансовое подтверждение, что это заработает. Тогда, как бы, я думаю, иначе. Это, кстати, очень прикольный пример. Мы с Димой уже разбирали на подкасте. Это вот в разрезе приложений. То есть люди приходят и говорят, мы создали революционное приложение продукта, оно точно разорвет рынок, вот вообще там просто максимально. А мы говорим там, ребят, так делайте лучше то, что работает. То есть вы проведите исследования, посмотрите там, на чем есть смотреть, и просто создайте похожий продукт. Да, пообщайтесь, у кого что перформит, потому что как бы люди там много денег тратят. 100%, да. Ну, как-то вот я говорил, у меня там весь мой там круг общения и контент, который я еще даже в то время потреблял, это все было про то, там, YC, как бы... К черту все, берись и делай. Да, что типа это YC вдохновленный контент, как бы все, что вокруг него, и все вот эти истории очень... Но я так понимаю, что ты питчить поехал эту историю в США, да, то есть вы там брали какие-то инвестиции? Да, изначально мы начали делать все на свое. Да, мы начали делать все на свое, но, в принципе, все было как бы норм. Но в какой-то момент мы подумали, что, наверное, мы хотим поиграть в другую игру, как бы не игру в дивиденды и все, что с ними связано, а в игру в капитализацию. И это какая-то другая как бы история, которая, ну, как-то больше для меня прикола добавляется во всем, что мы делаем. И я такой, если надо капитализацию, наверное, надо что-то зарейзить. Короче, это вообще, кстати, не так, если что сейчас. Это вообще не связанные вещи. Но я такой, надо что-то зарейзить. Вот. И мы зарейзили сначала от 2 ангелов, одного такого family офиса. Потом присоединился Flyer One. Потом мы попали в 500 Startups в Америке. И вот 2 года назад... Flyer One — это генезийский, да, фонд? Flyer One — это генезийский фонд, да. И, это все были такие как бы супер маленькие инвестиции. И потом 2 года назад мы подняли уже полноценный нормальный сид-раунд в Америке. А скажи, пожалуйста, ты говоришь, вы попали в 500 стартапов. А как выглядел вообще весь этот процесс? Ты с товарищем поехали в США и начали питчить. То есть, можешь раскрыть закулисы? Да, тогда был год после ковида, или прям где-то там около ковида, никто никуда не ездил. Это, кстати, очень, очень большое окно возможностей было, я сейчас понимаю. И все были типа открыты, что никуда не надо приезжать, это вообще очень хорошо. И мы просто подались, нас пригласили... Короче, на самом деле тупая история, никакого секрета. Мы просто подались, хорошо написали анкету, нас пригласили, я прошел, наверное, 5 собесов, и с кучей партнеров там и так далее. Потом тебе просто приходит письмо, типа, куда переводить деньги. Все. Вот, кстати, хороший рецепт для ребят, которые думают, что деньги найти сложно, да? Подготовься сделать продукт. Сейчас деньги найти супер сложно. То есть сейчас найти деньги — это капец. Никто не хочет рисковать сейчас. Ну да. Сейчас я изменил. Еще давали, да. Фрилы, деньги, маркетинг. Окей, тогда вы начали привлекать. А ты говоришь, вот не надо рейзить для того, чтобы растить капитализацию. Можешь уже, пожалуйста, сказать, почему? Давай отвечу на другой вопрос. Зачем нужно рейзить? Потому что рейз, он дает публичную оценку компании. Да? То есть, грубо говоря, когда ты не рейзишь, вот, не знаю, компания зарабатывает $1 миллион в месяц. Если Никто это не знает, сколько она стоит. Никто не знает, сколько она стоит, да? Если это SaaS зарабатывает $1 миллион в год, да, то такой SaaS может оцениваться в 50, и в 100, и даже больше иногда. Но, типа, если кто-то уже положил по такой оценке, значит, наверное, кто-то там адекватный, особенно если это хороший фонд, да? Короче, главное первого найти, чтобы он... Это называется лид, да. Это называется лид-инвестор. Да, короче,
Рейзить нужно для того, чтобы, подтвердить оценку и, собственно, чтобы было на что качать. Потому что капитализированный бизнес обычно это бизнес, когда ты реально работаешь, прям в долгую. То есть, типа, как B2B SaaS, сделать так, чтобы он выстрелил там за полгода-год, это, такие кейсы практически не существуют. Мгм. Ну, тут это получается обратная сторона. Если вы привлекли первого инвестора по заниженной, к примеру, оценке, то от этой тогда цифры все формируется дальше. Кстати, мне кажется, лучше даже привлечь по немного заниженной оценке, чем по завышенной. Потому что, смотри, когда ты прожимаешь инвестора на слишком высокую оценку, то это сразу задает какой-то тон отношений. То есть Ага. не надо прогибаться, конечно, под инвестора, но когда ты, типа, изо всех сил там... Грубо говоря, капитализация работает так, что всем нужно получить x10 как минимум. Поэтому если ты там Потому жестко что риски торговался, большие в этой и да, игре. и на 10% там поднял оценку раунда, а при этом ты не можешь как бы поддерживать этот темп просто 10x. С тебя и будут спрашивать в 3 раза жестче. Поэтому как бы зависит от стадии инвестиций. Если это и формата инвестиций, бумаг там, и, короче, много-много всего, но глобально такие человеческие отношения. Если ты супер там что-то жестко наобещал и там всю душу съел, в итоге уговорил проинвестировать, а при этом все начинает сдуваться, наверное, это вряд ли как бы хорошо в будущем отразится. Поэтому у меня как бы такая позиция, что надо максимизировать, но не надо как бы передавливать. Вот. Мгм. Давай тогда прыгнем к адапте, уже непосредственно как к бизнесу. Смотри, знаешь, там есть селзы, все они там все стараются рассказать про проект, про продукты. А если мы возьмем, вот нас будут смотреть там разработчики, к примеру, там начинающие, например, будут смотреть, которые не знают, там, что такое Revenue Cat, Adapti, там, и остальные сервисы. А если простым языком, зачем им Adapti? Начинающим. Да, начинающий, вот человек хочет сделать приложение, И зарелизить. инди-разработчик Да. делает первое приложение. На самом деле, когда мы говорим про инди-разработчиков и так не гигантов, типа Genesis там или Dismart или других чуваков, то мы позиционируем Adapti для остальных компаний как инструмент, который позволяет превратить какой-то сайт-проект в полноценный бизнес. Мгм. То есть, грубо говоря, мы даем набор инструментов, которые помогают не только закрыть технический процесс интеграции и монетизации, это вообще типа 10% возможностей сервиса. Но самое главное, он позволяет очень быстро выводить приложение на прибыльность. Мы ничего не обещаем, мы не гарантируем, мы не вешаем лапшу, что вы тут типа сразу заработаете эту машину для печати денег. Мы продаем скорость, то есть с нами можно гораздо быстрее понять, что работает в приложении, а что не работает. Мы сокращаем огромное количество времени на проведение монетизационных экспериментов, и мы позволяем оценить, что будет с приложением в будущем за счет предиктов. Вот это 3 Ого. компонента. Мгм. Просто смотри, там выходит сейчас какая история, то есть, если кто-то будет смотреть вдруг, кто не совсем вникал, как работает там вообще мобильные подписки, то вкратце вводные данные. Если вы будете паблишить свое приложение с мобильными подписками в Apple, например, и не будете использовать какой-либо из сервисов для работы с мобильными подписками, то у вас там вариантов как бы немного, вы почти ничего не будете видеть. Все, что вы будете видеть, это аналитика в самом Apple, которая, откровенно говоря, косая, кривая, очень мало данных, там 30% когорты выстраивает общую картину. Работать невозможно, скажем так. Вы не сможете понять, сколько вам стоит пользователь, какой у него LTV. Если вы захотите все смотреть, вы можете написать свой сервер, чтобы там валидировать и собирать все данные. Но это кусок работы сильно больше одного приложения, которое вы запаблишили. То есть по факту у вас, чтобы работать со всем этим, у вас нету выхода другого, как воспользоваться каким-то таким решением. А дальше уже вы начинаете сравнивать по мере того, что эти решения могут предоставить. Вот, к примеру, я там со своей колокольни могу сказать, что ключевая, к примеру, разница у вас и у Revenue Cat, для меня, как для потребителя, например, у вас банально больше графиков. То есть в Revenue Cat для того, чтобы посмотреть ARPU, тебе надо постараться.
Для того, чтобы посмотреть там другие соотношения, к примеру, у тебя там ретеншн подписок, доход с подписок, ну, надо тоже очень сильно постараться. Кастомные чарты там не выстроишь. Ну, и там есть много разных моментов. У вас много графиков. Я так понимаю, ваша самая сильная сторона — это работа с данными все-таки. И дальше от этого вы отталкиваетесь там к предиктам. То есть, опять же, когда вы стартовали, я так понимаю, предиктов у вас как таковых не было же в самом начале? Короткий ответ — да. Ага, окей. Но сейчас вы к ним пришли, и вот это как бы уже дополнило вашу экосистему. Смотри, давай тогда окунемся чуть-чуть в сам бизнес, в цифры. Какие хочешь там озвучивай, какие не хочешь, можешь говорить там NDA. К примеру, количество вот ребят, которые размещают у вас мобильные приложения, там бизнес, инди-разработчики, у них там есть MRR, ARR. Какой у вас суммарный ARR, обрабатываемый вашей системой? Мы перешагнули за миллиард. Мы называем это monthly, annually tracked revenue. Да, короче, годовая выручка, которую мы трекаем, мы перешагнули за миллиард. Вот на последней нашей конференции, она была в июне, мы перешагнули за миллиард. 1.1, по-моему, был. А насколько, если вот, ну, я же думаю, вы ориентируетесь по рынку, там, по конкурентам, по всему, какой-то процент от рынка, то есть... Или какой объем всего Да. рынка? Давай я так скажу, что если взять нас и всех наших конкурентов, маленьких, больших, всех абсолютно, то суммарно мы съели меньше, чем 5% рынка. Вот людям пища для размышления, какой рынок подписок мобильных приложений. То есть, типа, что вы вместе с конкурентами анализируете только 5% всех подписок. So far, да, пока что. То есть это остальные очень 95 хорошо. что делают? Не анализируем? Нет, это означает, что потенциал роста очень большой. Что типа рынок развивается, есть очень много кто может продавать, кому можно продавать. Есть куча покупателей потенциальных. Ну, короче, это означает... Плохая ситуация — это на рынке CRM. Вот если взять все CRM-ки и все компании, то покрытие будет, ну, не знаю, сколько, 90%. 80-90%. Да. Это значит, что... CRM-ки, ERP-системы, да? Вот Да, им больше некому продавать. И вот Salesforce, все его продажи строятся на том, что они отнимают клиентов у других CRM-ок. Окей, миллиард ARR там обрабатывается, зафиксировали. Давай по разбивке клиентов. Какие крупные, давай так, вот один клиент, неважно, это компания, опять же, физлицо, какой самый такой крупный у вас? Ну, это хороший вопрос. Не, ну ты можешь, наверное, название его Не называть, название, да, просто цифры просто. по Цифры. объему. Просто Наверное, интересно распределение. самый большой клиент, если одно приложение или как компания? Как клиент, как команда, компания. да. Как команда, я думаю, они не меньше 5 миллионов в месяц точно зарабатывают. Ну, ты имеешь в виду выручка. То Да, есть да. не чистая прибыль, а... Правильно. Но прибыль мы не знаем, мы же не знаем, сколько они там. Да, я понимаю. И вот в таком разрезе, если взять таких крупных клиентов, там, допустим, от миллиона в месяц, то есть, и там взять ребят, которые там 1000, 5, 10 тысяч долларов в месяц делают, какие у вас процентные соотношения в рамках бизнеса, то есть, чтобы понимать, на кого вы больше нацелены, кто преобладает? Давай так отвечу на этот вопрос. Мы обслуживаем сейчас больше 7 тысяч приложений. Сейчас уже, когда я последний раз смотрел, сейчас, я думаю, уже больше 8, может, ближе к 10, наверное, даже. Из них абсолютное большинство — это маленькие компании, потому что в Adaptive есть бесплатный план, можно пойти пользоваться бесплатно, и весь core-функционал доступен бесплатно. И, кстати, если кто-то хочет попробовать бесплатно, пожалуйста, это можно сделать. До 10 тысяч месячной выручки Adaptive полностью бесплатный. Не полностью, но в ограниченном количестве фичей, но все можно использовать бесплатно. У нас с точки зрения зависимости от крупных клиентов нету такого, что можно взять, выбить пару игроков, и Adaptive умрет. То есть это достаточно стабильный и хорошо диверсифицированный бизнес. У нас нету клиента, который делает больше, чем там даже 5% чека. Ну и мы стараемся это поддерживать. 5% ты имеешь в виду общего вашего ARR?
Ну, даже это Mirar или это React, да. То есть Ну да, одно и то же. частая проблема в B2B бизнесе — это то, что приходит один крупный Ну, там enterprise игрок, Microsoft один условно и забирает 80%. да, и все. Если такое происходит, это большая проблема. То есть с точки зрения того, на кого мы ориентированы, вот до начала этого квартала основная ориентация у нас была на тех, кто вышел из программы Apple для маленького бизнеса. То есть те, кто зарабатывает больше $1 миллиона в год. Это наш как бы ключевой фокус. Это те, кто получает больше всего выгоды, те, кто понимает уже и в трафике, в аквизишене, в тестах. И для этой аудитории, наверное, мы можем показывать максимум. Сейчас с этого квартала мы пробуем другие стратегии, мы пробуем зайти на другие срезы приложений. Посмотрим, что из этого получится. Вот. При том всем, что мы реально больше сфокусированы на крупных игроках, в адапте превалируют как бы инди-разработчики. Light Apps Podcast. Хорошо, смотри, ну, у нас большое количество из аудитории, это разные там мобильные разработчики, маркетологи и так далее. А ты, получается, большой, а может быть и самый большой там в постсоветском пространстве, кладезь, аналитики для них. Можешь дать чуть-чуть инфы, вот как ты видишь вообще рынок? Развивается, не развивается рынок подписок мобильных приложений? Какая ось лучше всего развивается? И если это молодой разработчик, то куда ему лучше всего смотреть? То есть какая там условно тема, рубрика, там health and fitness, там утилиты, ну что угодно. То есть, я так понимаю, у вас есть большая аналитика этого всего, и ты видишь там, что идет вверх, что вниз, какой тренд. Кстати, хороший вопрос. Мы в прошлом месяце опубликовали новый отчет по рынку подписок. И я сам его читал и смотрел там тоже вертикали, как агрегированные. Короче, много чего интересного. Но прикол следующий, что если это начинающий разработчик, наверное, надо отталкиваться от того, зачем делать приложение. Потому что, по моим ощущениям, абсолютная большая часть приложений в App Store сделана для того, чтобы найти работу. Как бы это ни звучало. Ну, то есть очень большое количество разработчиков, особенно в Америке, они делают приложения для портфолио, как дизайнеров есть портфолио. Вот также можно сделать iOS-приложение себе в портфолио, даже без монетизации, или там вообще с каким-то paywall, который ребята сделали. Не, ну это понятно, но у нас в основном-то ребята смотрят Кто разные хочет заработать. манимейкеры. То есть их задача заработать какую-то денежку и там не с 2 годами окупаемости, потому что для этого как бы уже нужен определенный стартовый капитал, а что-то там 3, 5, 6 месяцев окупаемости маркетинг-костов. А те, кто по факту делают приложения для портфолио, они у вас на платформе вряд ли представлены. Ну, потому что у вас представлены те, кто, собственно, зарабатывают деньги с приложений. Ну, это правда, да. Я бы сказал бы так, что какой-то супер ниши одной, ее не существует. Но есть ниши, в которых сильно больше LTV, чем в других. Например, в health и фитнесе. LTV в health и фитнесе, ну, мне кажется, минимум в 5 раз больше, чем в утилитах в среднем. Но они же в веб-то-эп истории это в основном. насколько Не-не, я это я понимаю. чисто про Pril пока что говорю, это даже не про WebTo. Это именно вот статистика приложений. Я не могу сказать про ретеншн именно использования приложений Health и Fitness, но вот именно платежный ретеншн, он на порядок выше. Понятно, что там acquisition cost будет больше, но вот это тоже довольно прикольно работает. При этом часто бывает ситуация, когда приходит приложение, которое может продавать какую-то реально очень дешевую с вида подписку, допустим, $2 в неделю, и будет зарабатывать там $500,000 в месяц. Вот таких историй я видел реально очень много. И это какие-то утилиты. Как бы я не знаю, откуда они берут трафик такой хороший, да, который способен столько конвертировать, но таких ситуаций регулярно бывает. Ну и в целом, если задача заработать быстро, мне Ну, кажется, это, ничего наверное, лучше. какой-то органический трафик, потому что ты за такую цену платный сложно окупить. Я бы даже сказал, практически невозможно. Потому что там на $8 это $500 в год с юзера, если он не отменяет подписку, а на 2 это сколько там, 100?
Ну, сколько? 2 4. на 4, 8, 8. Ну да, 100. Так 100 это если он 100% Ну, я пробелился имею в 12 виду и месяцев. в том случае. Просто это в 5 раз меньше. Да. Хорошо, давай тогда так. iOS и Android. Android вообще как бы процессится, что-то там происходит, мир подписок работает у Android? Android нормально работает в health и фитнесе. Мгм. Android нормально работает на других девайсах. Э, Android нормально работает на альтернативных сторах. Не на всех, но на некоторых. Ну, по типу, это типа там Samsung Galaxy Store, Samsung. вот такие ты имеешь в виду? Да, например, Samsung. Мгм. Ну, потому что там дорогие телефоны, да? Да, или И Amazon, Amazon. например. Окей. Ну, а если у вас взять в системе там iOS, Android соотношение какое-то, там 90 на 10 или как-то по-другому там больше Смотря сторон? как считать соотношение, по выручке или по штукам. Ну, лучше, логичнее по выручке, но по штукам, я думаю, будет оно другое. Ну, конечно, по штукам сильно другое будет. По выручке, ну, где-то да. Я думаю, от 70 до 90% это iOS, и Мгм. остальное это Android, да. А вы видите какой-то рост андроида там планомерный в связи с тем, что там Google начал вытворять с прилами с октября месяца прошлого? Нет. На самом Нет. деле, по секрету скажу, что Ну, с подписки их не сильно были. Ну там все понятно сейчас. большая часть людей делает Android просто паровозом, потому что многие делают на кросс-платформе. То есть ты сделал Ну, приложение типа на Flutter. Flutter какой-то делает, да, и туда это. Да, ты сделал Flutter, такой, ну ладно, закину в Google, может быть, тоже. У меня такое ощущение, что закину в Google, может, тоже что-то прилетит. Мгм. Уже, к сожалению, что-то прилетит, как-то слабо работает в 2024, то в 2017, может быть. Да. А давай тогда смотри, по дате тогда пообщаемся. Как бы есть какой момент, который там поднимается очень много в кругах разработчиков, когда они начинают говорить по сервисам, которые работают с мобильными подписками. То есть сервис с мобильными подписками собирает дату со всех разработчиков, видит условно их прилы, видит их LTV, может понимать юнит-экономику, знает разбив ниш, там по факту по названию может... Но он не видит прибыльность бизнеса, потому что он не знает маркетинг-косты. Но как бы огромный объем данных. На основе этого объема данных потом, если им правильно пользоваться, можно выстраивать предикты и так далее, подгружать исторические данные. Это если в хорошую играть. А вот многие там говорят, что вдруг ребята играют в плохую, там условно собирают наши данные, потом идут делают такие же приложения, открывают там студию разработки на 1000 человек. Как это в реальности обстоит? То есть что с этими данными, как с ними работать и так далее? То есть помогает ли, они, я так понимаю, помогают вам сильно в предиктах, наверное? То есть... Да, ну, то есть для нас, ну, во-первых, что важно сказать, у нас есть реально крупные конкурирующие компании, которые спокойно пользуются Adaptive, и это безопасно. Мы проходим сертификации безопасности не вот для булшита, для там бумажек, а вот реально там у нас недавно мы делали пентесты, например. То есть мы реально заказали услуги хакеров, которые пытались взломать нашу базу данных. У нас внутренние аудиты и сертификации, что доступ... Например, я не могу зайти в базу данных. У меня нету доступа сертифицированного. Я не могу просто пойти и зайти. Доступ есть только у нескольких человек. Там куча там ступеней защиты от VPN до каких-то там трехслойных паролей там, и так далее. Короче, получить доступ к данным сложно. У нас есть много конкурирующих компаний, которые спокойно пользуются. Мы используем данные для двух целей. Цель номер один – это чтобы вывести нормальную аналитику, желательно это сделать быстро. И цель номер два – это построить предикты. Текущие предикты строятся на данных самой компании, но что мы хотим сделать, это научиться использовать данные рынка для того, чтобы лучше предсказывать на данных конкретного приложения. Например, если мы видим, что приложение в какой-то конкретной тематике только начинает заводиться, и у нас уже есть какой-то пул этих приложений, почему не можем сделать агрегированный предикт, да, и, допустим, у нас есть там за 100 приложений в какой-то тематике. Почему мы не можем посмотреть, как ведет себя рынок, и построить модель этого рынка, и ребятам, кто начинает прямо на старте сказать, что вы отлили одну неделю, мы вам сразу говорим, что у вас будет с когортами через
там 3-6 месяцев, да, и сразу можно понять, сойдется это в плюс или нет. А для тех, кто уже как бы взрослый, им это еще более понятно. То есть там, ну, там еще точнее просто качество будет. И Так, смотри, да, извини. если ты возьмешь любой аукцион рекламный, Google, Facebook и так далее, они абсолютно все используют данные рекламодателей конкурирующих. Но про них ничего нельзя узнать. Фрилы, деньги, маркетинг. Я согласен, я это считаю вообще крутой фичей, потому что как бы глобально от того, что у Пети я посмотрю, какие у него метрики по ревеню, мне никакого там не даст понимания, как мне сделать такое же приложение, как у Пети, потому что я не знаю его там рекламную воронку, я не знаю воронку внутри приложения, не знаю, как это приложение разработать и так далее, и так далее, и так далее. То есть чисто там на цифры посмотреть, окей. Но если вы даете предикт, к примеру, вы можете агрегировать эти данные и выстраивать предикты для там новых пользователей, либо там для опытных пользователей, то это просто ребята не совсем понимают, насколько большая экономия времени. Потому что если... И денег. И денег, да. Потому что если ты пуляешь какую-то прилу, тебе вообще что-либо понять по ней, у тебя очень длительный период времени, то есть там условно, ну там, если у тебя 6 месяцев окупаемости, и ты крутой бизнесмен, то как ты поймешь, что у тебя там будет через 6 месяцев? Ну, Ну, никак. давай вообще представим, что вот как мы начинали. О. Ты начинаешь делать какое-то приложение, придумываешь там, к примеру, какой-то там идентификатор растений. Посмотрел там эту нишу, где-то нашел в спай-сервисах, там ваши отчеты посмотрел и так далее, смотришь, нормально льют и так далее. И ты там выставляешь какую-то политику цен, делаешь какие-то маркетинг-воронки и так далее, после чего запускаешь трафик. Соответственно, там деньги ты в хорошем случае, то есть все конкурирующие компании, которые льют с большим бюджетом, у них там, ну, вот с кем не общаешься, нормальная история, ну, на больших, конечно же, бюджетах, на маленьких, может, меньше. Это там в год заработать плюс 30%. Соответственно, ты потратишь там 100 тысяч долларов, продашь мамину квартиру, и, типа, в лучшем случае к маминой квартире получишь плюс 30% ее стоимости через год. Это если ты сделаешь все условно правильно. Ты знаешь, как делать, как большие Да, компании. если ты знаешь, как делать, как большие компании. Вот. И, соответственно, ты не знаешь изначально. Ты начинаешь тратить деньги, у тебя была мамина квартира, было 100 тысяч долларов, ты их в этот же месяц потратил, там в Facebook куда-то залил, и все, у тебя их нету. И у тебя начинает там первый месяц там прилетит там 20 тысяч долларов, потом там 18, и вот так вот куда-то оно там в этот, и в хорошем случае через год вернется. Ну и, короче, без этих предикшенов, это вообще, без этого BI и так далее, нереально что-то делать. Ну, особенно новым каким-то ребятам, которые только начинают, это вообще смерть. Я помню, когда мы стартовали, мы залили трафик в первый месяц, там, не знаю, смотрим какой-то там LTV пользователя 0.3. И хороший это LTV или плохой? Вот, и что тебе с этого понять? Какой у тебя будущий ретеншн подписок будет? Непонятно, вообще ничего не понятно. А в деньгах ты просто видишь, как Дима говорит, что ты 100 тысяч потратил, а тебе там выплата там 20 тысяч собралась. И что? Ну, как бы... Какая она будет через год? Да, вообще ничего не Какой ясно. отвал, сколько людей останется? Ничего не Короче, понятно. это прикольно, но вот мы сейчас дальше развиваем эту мысль, и одной из штук, которую мы хотим сделать, которая нам кажется, ну, вообще будет супер классной, это попытаться ответить на вопрос. Вот, допустим, я продаю какой-то набор подписок, да? Вот у меня там понятный LTV там, и так далее. Как мне вырасти еще? И если мы убираем в сторону с трафиком, да, то первое, что, очевидно, можно делать, это делать эксперименты с paywall, в частности, с прайсингом. В частности, прайсинг по локациям менять. Но первый вопрос — это типа, а что, собственно, ставить? То есть какие должны быть цены в разных регионах? Там кто-то там индекс Биг Мака смотрит, еще какую-то чушь, честно говоря. Нифига непонятно, это надо попробовать. И вот то, что вот я сказал, что Adaptive, он помогает, он увеличивает скорость. И те фичи, которые мы делаем, мы хотим помочь увеличить скорость принятия правильных решений, да, и мы хотим сделать такую штуку, которая будет рекомендовать, что нужно запустить на какую группу аудитории. Вот это, мне Ты кажется, имеешь в виду очень цены или прикольный креатив? креатив как paywall.
То есть это полуавтоматическая история будет, как условно, как я это называю, там, для дурачка. То есть человеку не надо особо вникать, система за него вся разобралась уже и говорит, вот просто нажми кнопку, мы думаем, так будет лучше на 20%. Да, вот Adaptive должен стать однокнопочной системой в идеальном, в моем мире. То есть, грубо И говоря, оно типа переделывает paywall. да, то есть То тебе, есть как конструктор сайта. да, условно. то есть тебе, у тебя есть какой-то paywall, ты что-то указываешь про свое приложение. Допустим, говоришь, там, это health and fitness, там, Ну, условно, квиз какой-то проходишь, там опросник, да? Там, да. какая твоя целевая аудитория, там, какие поведенческие факторы и так далее. Да, потом мы тебе говорим, окей, нам кажется, что тебе нужно продавать вот такой paywall, и прям генерируем тебе paywall, прям показываем его. Вот такие наборы продуктов, такие там креативы даже, прям картинки тебе показываем в твоих цветах твоего приложения. И ты говоришь, нравится, не нравится. Если ты говоришь, не нравится, мы тебе еще один вариант генерируем. И говорим, вот ожидаемый LTV вот такой будет. И в Ну, слушай, это киллер фича. Это у нас ребята из Зилли такие знакомые, они такое же делают только в лендах. Да, в лендах. Тоже ты там у них сразу интеграция с Фейсбуком, ты указываешь, как там что продает твой лендинг, какая целевая, и оно тебе прям генерит сразу ленд и сразу же запускает рекламу, что у них по API-шке Facebook. Вот, мы хотим такое сделать, и тогда как бы в идеале как бы уровень интеграции Adaptive должен быть это одна строчка кода, и дальше ты просто заходишь в админку, даже можно с телефона зайти, и перебираешь просто paywall. Просто говоришь, нравится, не нравится. Нравится, не нравится, и все. Типа Типа как в Тиндера. Тиндере, да? Лайк, дизлайк. Не, ну слушай, ну это прям геймчейнджер будет для всех приложений, условно. И для начинающих, и для опытных. Ну, для опытных, понятно, там сидит у больших компаний куча ПМов, продуктов, они все смотрят, там анализируют, но глобально это, ну, просто сейчас, кто не знает, там, если у вас Paywall нормально нигде не хостится, то вам, чтобы эксперимент просто провести, это целое движение. Да, потому что измерить там... Реально, на самом деле, сделать нормальный сплит-тест на подписках в iOS, блин, это реально сложно. Да, так и есть. Да, и вот мы хотим это упростить до уровня того, что ты просто... Либо ты говоришь, я иду как бы хардкор режим и делаю все там как бы типа как сейчас. Либо ты говоришь, блин, пацаны, сгенерируйте за меня там пару вариантов, я там Это посмотрю. как у Фейсбука, у них сейчас есть advanced компания и обычная. Ты говоришь, я там сам готов копаться, либо помогите мне, пусть 2 кнопки будет. Да, и ты, грубо говоря, ты запускаешь сразу 5 вариантов paywall'ов, все, типа, нравится, не нравится. И мы сами помогаем тебе там быстро понять, что из этого будет долгосрочно работать, что не будет работать. Вот мы очень хотим как бы максимально упрощать порог входа в монетизацию, чтобы люди, кто не супер круто шарят в трав, и кто не очень хочет этим заниматься, и в монетизацию, чтобы они могли максимально просто вот как бы все это делать. И даже те, кто шарит, на самом деле, чтобы они тоже фокусировались на новых продуктах там, и все остальное. А это бесконечная история, то есть, условно, сгенерили 5 paywall'ов, один победил, применили, опять сгенерили 5 paywall'ов на основе его, и понеслось. Вот мы хотим так сделать. Локализации. Вот идея реализации такая, что ты выбрал выигрышный paywall, потом говоришь, сгенерируй похожие. Он тебе генерит еще 5 вариантов, ты опять 5 вариантов выбираешь, и вот, типа, понятно, что в какой-то момент там природа закончится или даже, может, падать будет, но, как мне кажется, находить идеи paywall'ов — это геморно. Ну, то есть, типа, это надо там смотреть, что-то там, их много, придумывать, это сложно. А если ты просто говоришь да, нет, и мы тебе это генерируем, это нормально рендерится и на iOS, и на Android адекватно, ну, почему бы этим не пользоваться, казалось бы. Ну, мы пользуемся, например, у себя в компании подобным типа решением, но мы его писали сами, и там ни да, нет. Там, то есть надо повозиться, но принцип работы такой же. Да, нет, у нас руки не дошли. Там условно как конструктор. Ну, у нас тоже пока не дошли, но, надеюсь, в эту... Ну, слушай, прикольно, что вы идете туда. Это, я думаю, это правильно и то, что нужно. Фрилы, деньги, маркетинг. Смотри, давай вернемся чуть-чуть к аналитике всего этого. Потому что, опять же, у тебя есть данные. Мне вот интересно твое мнение по поводу того, насколько вообще развивается, не развивается рынок мобильных приложений и подписок, насколько он растет, насколько есть еще аудитория, с которой можно работать. Потому что у нас, к примеру, вот с Виталиком мнение такое, что как бы тут даже, ну, еще есть определенный дикий запад. То есть есть еще вариант построить и большие компании, и
есть большое количество аудиторий, с которой можно работать, потому что как бы там, ну, если сравниваешь с обычными бизнесами, там, к мобайлерам приходишь, ну, не к большим, а, к примеру, к маленьким, и они говорят там, типа, ну, может, сейчас уже не так, но еще там года 2 назад говорили, там, типа, пиздец, у меня там мобильное приложение, там, окупается маркетинг-косты, там, 3-4 месяца, типа, все, там, ебал я этим заниматься, это никому не надо. И ты такой сравниваешь с каким-то условно, там, ну, как бы чуть-чуть более широкую картину мира имея, с каким-то американским инвестором, который там ищет, куда инвестировать деньги, там, под 5, 7, 10% годовых, да, и этот, и когда чувак просто говорит, да нет, там, типа, условно, 300-500% годовых, это слишком мало, что-то я не хочу этим заниматься. Вот. Потому как бы, я думаю, здесь есть, ну, наше мнение, что здесь есть большая плоскость и для развития личной компании, и для фондов, там, скупать, продавать мобильное приложение, что можно скупать за, там, я не знаю, 15-20 месяцев, там, продавать, если есть выход на большие рынки за дороже, делать фонды и, короче, развивать эту всю нишу. Какой у тебя взгляд на это все? Как бы, что будет с подписками дальше, с какой окупаемостью придется работать, какой объем рынка и так далее? Эм, Я, на самом деле, долго думал про это и думал про то, а может ли реально подписка перестать работать? Вот это, на самом деле, основной вопрос, да? А если не подписка, то что? Я не нашел адекватного никакого ответа, потому что, во-первых, это выгодно площадкам очень сильно, и это диверсифицирует ревеню и Apple, и Google, и всех остальных. Поэтому вероятность того, что они будут это как-то сильно душить, но я точно не верю. Они по-любому будут туда инвестировать. Ну, они же процент берут, конечно. Количество прил растет, но, на мой взгляд, что более важно, что растет количество разработчиков приложений. Это, на самом деле, более важно, потому что чем больше чуваков, которые создают приложения, тем в конечном итоге больше появится самих приложений, и более разнообразных. Айфоны улучшаются, типа, появляются новые девайсы, и, ну, из того, что даже мы видим, мы постоянно там мониторим количество прил, а в сторе все пока достаточно нормально растет. Вот. Вопрос, становится ли сложнее зарабатывать? Ну, да, это правда. Не получается, как там в 2016 году, когда ты крутишь один креатив в год. И... Но опять же, это что же стадия прихода сферы в какую-то норму? Конечно. То бишь, условно, в любой там, к примеру, high-risk стране с какими-то этими, там на, к примеру, недвижимости можно зарабатывать там и 100, и 200% годовых. Там, ну, не знаю, в Африке, в Занзибар поедешь, где нет права собственности, там, на землю и так далее. Да, потом там поедешь в какие-то тир-2, там уже там будешь 15% зарабатывать, ну, тут до 20. Или поедешь там в тир-1, я не знаю, в Париж там или в Нью-Йорк, и там уже, дай бог, 5-7 заработаешь. Ну, просто риски совсем другие, и другая модель ведения бизнеса. Потому как бы, мне кажется, это тоже ну, типа, какая-то стадия прихода в норму. С одной стороны, ты работаешь с хуже окупаемостью, с другой стороны, ты вот приходишь к Виталику в адапте, и он тебе строит сразу предикшн, и ты знаешь, за сколько окупится подписка, а не как в 2017 году, ты типа... Что-то окупится. Да, Это что-то может жесть, да. окупиться, может нет. Короче, рынок точно становится такой зрелый, и приложение это вообще уже, ну, commodity, да, какое-то, то есть, типа, приложение это что-то нормально уже, там, государство регулирует этот App Store и так далее, то есть понятно, что все это уже стало каким-то абсолютно привычной штукой, понятно, что там падает маржинальность, но при этом количество прил растет, люди, я видел кучу прил, вот, допустим, у нас прикольный кейс был недавно, у нас есть один клиент, он публично просто написал, сколько он зарабатывает, поэтому я могу про это рассказывать. И он, по-моему, за 3 месяца раскачал прилу до 1 миллиона евро. Ну, до 90 тысяч на органике. Вот, 3 месяца это назад. Это много на органике. Да, это охренеть таких просто. кейсов сейчас мало для органики. Это Без раньше были мотива, сейчас. без всего. Ну, то есть, типа, потому что он американец, Это он нашел нашел, что-то, он не знает, наверное, что такое. это. Без мотива, тем более, это вообще какая-то Ну вот мистическая история. у меня, кстати, два таких интересных. Вот вы как раз общались там за рынок. Смотри, вот первый момент — автовозобновляемые подписки, да.
как бы, ну, если не кривить душой, то в них есть такой там серый паттерн, и как бы многие игроки на рынке, там, в том числе и мы, то есть люди забывают отписываться, как бы это идет там большой уровень заработка у разработчиков. И Apple типа как-то с ними, ну, там, какие-то там уведомления вводила, имейлы. Ну, решение на самом деле очень простое. Отключить автопродление. Каждую неделю там или месяц, или год пользователь Ну, должен сам... так Apple Но же это убьет балансирует. Apple, да, Да, типа так у них просто весь P&L Apple, по-моему, из вот этих вот доходов со большой. стора, да, это большая часть. Подписки — это там лидирующая часть. Даже Инап уже толком не Телефоны, там пишет. все пофиг. Это чисто средство для того, чтобы Чтоб- подписки Смотри, делать. прикол на самом деле очень простой. Прикол в том, что ты можешь всегда вернуть деньги. Да, но многие этого не знают. Да, можешь. Они до полугода возвращают деньги. Да, и я думаю, если ты достаточно как бы серьезно напишешь, тебе вернут и побольше. Ну, то есть, как бы, Да, у меня знакомые пользуются дорогими приложениями, потом там за полгода, за год возвращают. Говорят, ну, тут абьюзить, кстати, в обе стороны можно, поэтому проблема, А ты например, знаешь интересный момент, то, что комиссия Apple тогда не возвращается? нет, я не знал. То есть ты как Ну, разработчик, ты платишь комиссию, Ты а минус, ты платишь их комиссию, да. нет, я не знал, офигеть. Вот. Офигеть. Ну, поэтому как бы рефанд тоже тоже очень такая относительная вещь для Не, ну, компании Apple. просто когда говорят, что подписки как бы это серая тема, я так не считаю, например, потому что серая тема — это когда ты не понимаешь, как вернуть деньги. То есть, типа, Бесспорно. да, это тогда реально проблема. То есть, типа, там, что делать-то тогда? Когда ты можешь написать, и тебе за 2 дня придет рефанд, ну, какие проблемы? То есть, тогда веб-то более серая, веб-то потому app, да. что они на вебе билят, потом в прилку перекидывают, и юзеры там не сильно уже понимают, в приле нет подписки. ну, это тоже все зависит от того, какой бренд ты Ну, от продаёшь. Flow, конечно. Да, от флоу зависит. Понятно, что давай так, это инструмент, которым можно делать все что угодно, если мы про веб-топ говорим, да? Ну, как и все в жизни. Ножом можно рыбу порезать, а можно убить Да, можно человека. человека порезать, да? Да. А второй момент, смотри, вот, который вы говорили о рынке, интересный, его просто очень мало кто учитывает. Вот смотри, я так понимаю, это не секрет, это там открытые данные, рынок подписок, там больше 50% это США. 51, да. По По нашим данным, Вот. 51, да. Вот, 51. Да. Но есть же там разные гео, условно, то есть люди становятся богаче, ну, в принципе, то есть денег становится больше, есть разные гео, туда перетекают там старые модели айфонов, к примеру, там, условная Нигерия начинает пользоваться айфонами, начинает уровень дохода расти, они начинают заходить только в подписки, в приложения, чего их там просто раньше их там даже не было. Условно там в экосистеме Apple. Они начинают качать приложение и начинают тратить и приносить деньги. И на самом деле, если учитывать, что 51% всего рынка это сейчас Штаты, а сколько стран в планете населения там и так далее, и сколько там по мере производства Там и айфонов. Индии, Ну Пакистаны, да. которые растут, да. Это же огромные рынки. То есть, условно, если у Индии повысится уровень дохода на там, среднего гражданина, и туда перетекут даже старые модели телефонов, то это просто будет взрыв на рынке там условно в какой-то момент. И она может нормальный процент отхватить. Та же история там Бразилия, туда же вот Бангладеш там один Ну, только там не чего в стоит. телефонах же сейчас вопрос, а больше в деньгах на карточке, насколько я понимаю. И в телефонах в том числе. Типа То нету есть- нормальных моделей. Ну, конечно, у тебя должно быть покрытие. То есть по мере того, как выходят новые айфоны, у тебя там десятка, к примеру, заходит в Индию там за $100. iPhone 10 сейчас стоит $100. То есть, Ну, понятно, причем его... в Японии покупали SE там за 20. Да, или что? SE за 20 в Японии продавался. Вот так, как тамагочи лежали просто. Да, причем SE достаточно нормальный еще iPhone, то есть это не какой-то там 6 или 4. Вот SE 2 я взял за 50, по-моему, вообще. И Офигеть. тоже они так пачкой лежат, просто бери. Я думал сначала игрушечные какие-то. В Америке, на самом деле, почему все продают в Америке? Ну, потому что там ВВП на душу населения адский, то есть это понятно, да? Но еще есть некоторые банковские приколы. То, что не приходит смс-ка, это тоже очень важно, практически нигде. Ну, и в целом, как бы люди там платят Ну, кредитками. не пользуются. Да Нет, нет просто онлайн-банкингов. онлайн-банкингов, давай тут, Ну, тут даже ну можно да, да, честно да. сказать. В тир-1 странах, то есть типа человек там заходит в банк раз в год, смотрит там, что-то тем более от Apple еще какие-то платежи, ну заебись. На $500 его забилило за год, это там статистическая ошибка. Ну да. Это у нас там модные необанки, уведомляшки и все остальное. Ну да. Это правда. Но... Ну да.
Короче, это важная тема. Ну, ладно, давай не раз в год, ну, раз в месяц, наверное, потому что кредитку надо Ну, я закрывать. условно, если Да. бабушка какая-то насчет Да, того, да, да. как Ну и плюс, это голубям выписка и летит. когда у тебя кофе стоит там $5 за стакан, да, то, ну, типа, ты, конечно, как погрешь, если спишь, все, естественно. Я где-то смотрел, что американцы покупки, по-моему, до 30 или до $50 даже не расценивают как что-то серьезное. Это как там, ну, я не знаю, типа вода, кофе, ну, вот что-то такое. Да. Ну, я охотно в это верю, ну, то есть, конечно. Кстати, еще прикольно, что если взять другие супербогатые страны, например, Швейцарию, там тоже офигенно круто подписки, там LTV космический вообще у некоторых как бы компаний есть. Ну, аудитории поменьше, конечно. Ну, мягко говоря, да. Но у вас, наверное, все равно все эти, большинство приложений в основном на США работают, да? То есть Ну, ключевой почти все в РР Америке там стараются формируется. продавать, да, конечно. Конечно. Мгм. А вы видите какую-то корреляцию с другими странами? То есть, что там растет процент или падает процент? Вот так вот. Видим, Наверное, везде растет. Ну, просто маленькая доля. видим, но я просто не помню. То есть я не могу сказать. Мгм. Вот. Но смотри, когда я считал отчет в этом году, видишь, делать нечего, я сам считаю, сижу эти отчеты аналитические. Я в первую Они у очередь вас в каком-то публичном доступе? То есть где их отчет, можно да, взять? можно прямо сейчас зайти на сайт Adaptive, и там в хедере можно скачать отчет. Ну, хорошо, давай мы попросим редактора тут где-то дать ссылочку на этот, пусть почитают отчет. Вот, да, ну, мне просто нравится там же работа с данными, потом я сам это считаю. И вот когда я считал это в этом году и в прошлом году, то распределение по выручке между Штатами и остальным миром не изменилось. То есть оно как было примерно Мгм. 50%, так и осталось. Какие-то страны там подувеличились, какие-то подуменьшились, но я бы сказал, что это потому, что количество клиентов выросло, и это сместило как бы вот это остальное. Интересно. Жестко, да, все равно, что там 300-миллионные Штаты в конкуренции там с 8-миллиардным другим миром забирают 51%. То есть насколько у них больше реально денег. Ну да, ну и плюс кредиты, то есть в целом финансовая система прокачана, то есть как бы все пользуются кредитками. Ну, они Я печатают, конечно. вам тоже советую пользоваться, не знаю, пользуйтесь или нет. Я пользуюсь только кредитками. Там еще и смешного Apple же свою карту, Apple Card предлагает всем, у кого есть iPhone, и ты можешь ее в один клик заказать, у тебя на нее идет кредит сразу же, а, по-моему, Lehman Brothers их процессит. Apple Card очень легко в одно касание вяжется в App Store, то есть тебе даже не надо номер вводить, там есть интеграция. И, пожалуйста, плати. Да там куча всего такого для граждан США. Вот я там в Тибет с ребятами ездил и очень им завидовал. Они там все, кто в США живет, у них куча операторов. Там от Гугла, я не помню, как оператор мобильной связи, $50 в месяц. Да, и у тебя какой-то спутниковый интернет без роуминга, без ничего, любая точка мира, и все. Я себе попробовал активировать, говорят, можно активировать только на территории США. Да, в этом, но ты можешь активировать только вне Америки, если ты военный на американскую армию. Там есть такой Я, прикол. к сожалению или к счастью, не воен. Я тоже пытался Вот. активировать, и из UK не дают активировать, тоже там написано Так исключение. я еще заплатил, и они мне потом отменил, и они мне написали, что типа ничего страшного, с вас может списаться до 3 платежей. При том, что я ни одного дня не... И кто тут скамер, понимаешь? Да нет, я не знаю, вот в Польше есть Amazon, например. Да. Amazon это просто, это самый великий скамщик на свете. Это просто вообще... Не-не, Ryanair, чувак. Ryanair, Вот Ryanair вот я Ryanair, просто да. ненавижу Не, максимально. ну Ryanair, Это там есть- хотя бы подписки нет. Там еще ладно. Ну там такие ленды, ты видел, там вообще ни от чего не отписаться, там все эти Ну, чемоданы. это Это жесткие, просто да. вот если кто-то будет гореть в аду за подписки и за эти, это владелец Ryanair. Да не, Там просто... апсейлы сумасшедшие. В Амазоне жестко, да? Я просто Amazon не жесть. То есть там, В Амазоне, да. там просто невозможно отписаться адекватно. То есть там ты как бы вроде отписываешь, у тебя резко меняются цвета кнопки. То есть, прикинь, условно, желтая кнопка была на отписку, потом резко желтая кнопка теперь означает подписаться обратно. Самая Как большая... кубик Рубик собираешь, да? И, короче, ты там сидишь, там, короче, какие-то 5 опросников пройти, там, 3 оффера Да, тебе да. кинут, угрожать начинают, там, в общем, там, твои, там, удалим историю, ты, короче, я уже читаю, такой, блин, кошмар, просто отпишите меня, и все, это реально невозможно. Это мы недавно похожую штуку нашли каких-то ребят-подписочников. Они, ну, это web-to-app, и типа, ну, кто-то там на какой-то Health and Fitness оформил подписку, а там ленд, типа,
а-ля Land, мы решим любую вашу проблему, основанный на AI. И ты туда заходишь, пишешь, там говоришь, а этот Land, саппорт этой организации, которая продает этот Health and Fitness, когда у них рефанд, там, чатчбэк, они кидают ссылку на этот Land, типа, решите ваш вопрос по подписке здесь. И там тебя еще на одну, и ты уже с этими решаешь, про ту забываешь. И они так регулируют в банке, понял? Процент, что платежкой. Там получается, чтобы тебе отменить ту подписку, чтобы тебе рассказали, как ее отменить, ты должен оформить подписку за $50 в месяц для того, чтобы А тебе Лэн рассказали, такой как отменить. охуенный, там узнай ответ на любой вопрос в своей жизни, лучший этом специалист. Билл Гейтс там тебе отвечает. я не Да, знаю, кто. там и компьютерщики, и механики, и всех, кто хочешь. И с тобой, главное, очень классно общаются до момента последнего сообщения, когда тебе должны сказать, вот куда тебе надо зайти, чтобы отменить. Там говорят $50, и типа отменить. Красиво, да. Но, кстати, в Америке, вот опять же, прикол финансовой системы, и то, что на самом деле даже подписки там черные, кто их как бы эксплуатирует жестко, это все равно ок, потому что все пользуются кредитками, ты пишешь в банк, и все, это проблема банка. Поэтому всегда надо пользоваться только кредитками. Мгм. Вот, потому что это проблема банка. Все эти Ну, непонятные если у тебя транзакции... американский банк. Ну, возможно. Но я читал статью, в Америке проводили исследования, сколько среднестатистический американец тратит на подписки в разных сервисах, включая Netflix и все остальные. То есть и веб, и April. Вот угадайте, кто-то сколько примерно выходит. Среднестатистический. Типа $600? Не, меньше. 300? Я бы сказал, 270. $50 в месяц. 270. Нет, это в год, наверное. Или в месяц? Они в год как-то говорю. так считали, я не знаю, откуда они такую цифру Так в вывели. год или в месяц? Они считали в месяц. Но Ну, я я не знаю, знаю, откуда. 300 На все долларов. сервисы Месяц. разные. На все разные сервисы. Типа Netflix там $10, Apple Plus там $15, Я просто в год Disney думал плюс. 300. Вот, очень странно. Я не знаю, откуда они такой высчитали цифру. Но цифра какая-то сумасшедшая. Ну, Когда это увидел, жестко, это очень при много. том, что те, кто живут в США, говорят, что там средняя зарплата там чистыми $3-4 в месяц. Ну, а смотри, ты посчитай, один Netflix сколько стоит в месяц? Netflix? Около $10 стоит. Не, ну Netflix 10 стоит. Да. Ну, HBO тебе еще надо. Зачем? Потому что половина сериалов идет по HBO. Это еще 10. Disney плюс тебе нужен дети, чтобы тебя смотрели. Еще Ну, 10. хорошо, но это ты насчитал на 3 подписки, а там 30 получается. Таких. Apple тебе еще нужен. Ну, это понятно, но 30 это жестко в месяц. Adobe какой-то, Uber доставка. Ну и вот у тебя там Потому что в собирается. Glow есть подписка? Ну, 30 Ну, в что-то Uber доставки многовато, есть реально. Это доставка. что-то, ну, реально много. Не. Да, да. Не, я ну тоже это что-то много. Я думал. не знаю, откуда они взяли Ну, такую я цифру, типа но в долларов много. 100 еще поверил, ну, типа 300 как-то это too much. Ну, может быть, давайте, типа, посмотрим, может, редактор нам найдет эту статистику, подкрепит к видео. Может, там и в год, может, я ошибся. Ну, Но я 300. помню, меня поразило, я очень сильно удивился. Тут откуда такая цифра? Хорошо, а если подумать, как ты видишь Адапти через 5 лет, ты хочешь дальше заниматься этим бизнесом, либо будешь там впоследствии продавать это, и вообще, что он из себя должен представлять в идеальном мире? Там, или 10 лет, не знаю. Ну, продажа всегда зависит от оффера, правильно? Ну То да, есть, это понятно. да, смотри, ну, наверное, то там, чего я хотел бы сделать, это довести компанию до 100 миллионов ARR. Сделать, Мгм. короче, в целом, я хочу сделать SaaS, B2B и SaaS на 100 миллионов ARR. Вот у меня, как бы, я бы хотел бы, чтобы я смог это сделать. А какой сейчас, какой порядок, вообще какой порядок у вас там? Ну, тут точно можешь не говорить, это понятно, что NDA там у вас, но какой у вас порядок ARR, количество сотрудников, которые работают и так далее? Какие-то такие обобщенные цифры. У нас работает около 60 человек, а ARR можно оценить, зная, сколько мы процессим. То есть мы процессим миллиард в год. Наш Мгм. публичный ценник – это от 1 до 1,2%. Мгм. Дальше можно Как сделать, быстро считает? дальше можно сделать Миллиард, выводы. Ну, миллион ARR, значит. Миллион ARR, Ну, получается. примерно. Ну, Правильно я считаю? миллиард — это 1000 миллионов. Да, да. Значит, да. один... Не, 10 10 миллионов. миллионов 10 ARR. миллионов ARR, получается. Примерно. Ага, ну, X10 потенциал. Но если ты говорил при 5%, то что вы только занимаете со всеми остальными конкурентами рынка, то он более чем достижим выходит. Да, ну, то есть я думаю, что это точно возможно даже с текущим проектом, это, ну, как минимум. Но плюс мы же делаем новые штуки.
То есть мы делаем, мы запустили новый проект для веб-топа, FunnelFox, И что он который, делает? на мой Это взгляд, хороший. гораздо, гораздо больше расширяет наш рынок. Вот, на терминах ревеню и вообще, короче, куда будет двигаться рынок, был вопрос. Мне кажется, подписки останутся, просто они трансформируются. То есть больше будет в веб-тэп? веб-подписок. Ну, в веб-тэпе проблема с банками. Вот, к примеру, на нашем примере мы много раз думали, но это тебя дикая ебань, эти все лесенки выстраивать, иметь хороший банк и так далее. То есть понятно, что большие игроки, у них там свои платежки, свои банки и все остальное, там чуть-чуть другая игра идет. Но в случае с маленькими игроками, то есть я как бы вот этот вот биллинг внутри Apple и Google рассматриваю как плюс большой, потому что ты можешь небольшой командой, ты если посмотришь там распределение сотрудников в большой компании, которая занимается прилками и трафом, то там будет типа 60-70% людей в биллинг-департменте где-то сидеть там и этим всем заниматься. И можешь еще, пожалуйста, про FunnelFox рассказать, чтобы там и зрители были в курсе? Да, все больше приложений уходит в веб-топ, и мы подумали, что было бы клево что-то там предложить. Вот, и мы сделали новый проект, назвали его FunnelFox. Это все под одним зонтиком находится, под Adaptive. Суть FunnelFox в том, что мы помогаем запустить веб-топ без программирования, примерно за один день. Это конструктор лендингов, мы сами его хостим, мы синхронизируем подписчиков с мобильным приложением через Adaptive SDK, и можно подключить платежку и сразу принимать... Типа ваших партнеров. Stripe, Padla, и у нас скоро появятся другие. Типа это как SoftSwiss, что-то такое. Да. Ну, то есть это такой же конструктор. А вы открываете генерацию самой воронки? То есть, к примеру, сможет человек, который хочет запустить веб-то-ап, через вас, как вот мы говорили о Paywall, да, нет, ему не нравится, может ли он так воронку начать генерировать? Это тоже в планах. Если наш эксперимент с Paywall будет успешный, то мы хотим такую технологию сделать и дальше раскатывать на другие штуки. И дальше, по факту, еще вы можете начать матчить веб-воронку ленда с Paywall, который внутри приложения, чтобы они соответствовали друг другу. Это было бы очень круто, да. Там есть техническое ограничение из-за IDFA, которое Apple сделал, но есть варианты, как это обойти, я бы сказал. При кликовой атрибуции вроде же можно обойти. Можно, на самом деле, когда пользователь вставляет e-mail, если авторизация есть, а на веб-топе всегда должна быть авторизация, то всегда можно матчить юзера через email. Да. Поэтому... Да, это прикольно. То есть вы по факту начинаете выстраивать мини-экосистему, надо расширять чуть-чуть Adaptive сервисами, которые будут полезны тем же мобильным там разработчикам или владельцам бизнесов и так далее. Куда уходит рынок, туда вы адаптируетесь быстро. Можно и так сказать. Да, можно так сказать. Мы достаточно серьезно закоммичены в веб. У нас есть реально большие клиенты, у которых в том числе было свое решение для веб-то-апа, и сейчас они переехали на нас. Но это прям очень большие компании. То есть там 100 миллионов в год они делают. И они заезжают на нас. Это прикольно. У нас все супер оптимизировано для in-app браузера. То есть воронка, построенная на FunnelFox, она очень круто будет работать в Instagram-браузере, в TikTok-браузере, в in-app, короче говоря, потому что он отличается от обычного мобильного Safari. Под траф. Да, это чисто под траф, клево сделано. И там все бенчмарки по скорости загрузки мы пока лучше, чем те in-house решения, с которыми нас сравнивали. У нас есть возможность быстро свапать платежных провайдеров. Допустим, ты закупаешь и принимаешь деньги через Stripe, потом Stripe заморозил аккаунт, ты можешь свапнуть на другой Stripe аккаунт, можешь свапнуть на Paddle и уйти на другие платежные системы. Вот. И у нас много планов, что мы хотим сделать с этим проектом. Ты типа просто свой API-ключ, да, подключаешь от аккаунта? Да. По сути, вот смотри, допустим, тебе приходит email, Stripe зафризил аккаунт, у тебя есть несколько резервных аккаунтов, ты просто меняешь ключ, ничего для юзера не меняется, ивенты продолжают быть такие же, как и были, ивенты там в рекламные сети также уходят, все матчится там ликсами. Или лесенку, наверное, да, тоже можешь выстроить, там написать if, там какой-то conversion rate больше, чем этот, тогда переключить на этот, и там такого нету пока. Зависимость. Такого нет. Такого еще нет, но... Идея. Да, такая идея присутствует.
Ну, как в трекерах такое, там в биноме, в Кейтара везде есть. Ты трафик-потоки можешь сплитовать в зависимости от их конверта, так тут тоже вам ничего не стоит сделать, потому что, в принципе, все, насколько я понимаю, кто занимается вебом, делают это на своей стороне, то есть, типа, ставят провайдера с самой высокой проходимостью вверх. К моему удивлению, далеко не во всех трекерах это сейчас даже есть. Я удивился, Каких когда трекерах? узнал. В Кейтара ты не можешь от уровня конверта выставить. Ну, Кейтара я вообще не люблю. Ваш Кейтара в биноме я это мог делать в 2018 году. Ну, кстати, надо Да, посмотреть, там можешь ли ты сейчас сделать. rules, это как так же можно, rules, там if then, это же элементарная штука. Не, элементарно, но говорю, многие не Но тебе надо поддерживают. land тогда загружать там, чтобы Да, ты да, конверт да. читал. А скажи еще, пожалуйста, такой вопрос. По вебу, то есть вы процессите, получается, приложения, которые билятся в Apple. Но также вы можете добавить, я так понимаю, у вас можно проинтегрироваться и добавить, что у меня, к примеру, процессит Stripe. У меня есть там веб-оплата еще, потом я иду в приложение. Вы же тогда тоже видите, то есть у вас есть вся аналитика по веб-платежам, и какой это там, ну, сейчас вот процент, если у вас взять портфель всех приложений, которые процессят, сколько занимает у людей веб? То есть как он растет, как он двигается, как они уходят от биллинга в Apple? Давай, наверное, так скажу, что если взять топ-10 клиентов в Адапте, то большую часть денег, абсолютно большую часть денег они зарабатывают в вебе. Вот. И после того, как я с ними поговорил, я такой, ну так, наверное, нам надо какой-то solution для веба сделать. И когда мне рассказали, что у нас там целая команда монетизации, которые этим занимаются, там несколько десятков людей, даже в относительно маленьких команд. Короче, команда монетизации больше, чем команда всего остального. Это действительно правда. Мы такие, ну, наверное, мы можем делать клевое дополнение и ко всей этой истории. И, ну вот. То есть топ-10 клиентов Адапте большую часть revenue берет в вебе. Ну, на самом деле, там больше, чем топ-10, но давай, можно и так сказать, да. Ну, это, кстати, сильные цифры. А растет, вот, ну, просто если взять трекшн веба там за год, к примеру, по клиентам, веб растет каждый месяц, условно, или там примерно похожая картина с Apple, он идет вровень? Мне кажется, процент компаний, которые используют веб, сильно увеличился. Очень сильно. Ну, то есть, типа, абсолютно сильно. Я вообще думал, что сейчас, когда я смотрю, нам надо было этот сервис для веба запускать еще на год раньше, на самом деле. Потому что, как ты видишь, какие причины этого? Возможность бана в Apple, либо комиссии, либо что? На вебе и проходимость похуже платежей. Просто масштабируемость канала acquisition, потому что комиссии, ладно, но то есть на комиссии, на самом деле, можно закрыть глаза, если у тебя нормальный масштабируемый канал. Ну, поделишься там, отдашь сколько-то, компенсируешь этим притоком. Но проблема в том, что у тебя атрибуция не работает платная нормально в мобиле. Это основная проблема. А на вебе все работает нормально. Как минимум, и те метки, они никуда не пропадают. На вебе понятно, там делаешь. Да. И поэтому там нормальный канал, да, плюс ты можешь билить, как ты хочешь. То есть ты можешь, ну, типа, условно, ты продал подписку за $20, 20 не получилось писать, спиши 10. Любая степень агрессивности. Да. Лесенка на ребилы у тебя начинается. Если не прошла та, списал то, потом добилил первую начальную стоимость и так далее. Apple там не позволяет такое делать. Цены тебе никто не запрещает ставить, какие ты хочешь. Ну, платежка только. Твои взаимодействия с платежкой, чешбеки, рефанды. Да, риски выше, но и потенциальная как бы масштабируемость и сколько с этого можно заработать, она 100% выше тоже. Вот. И ты можешь вообще там, если есть платежные токены, то можно билить разными платежными провайдерами, например. Это тоже повышает проходимость сильно. Там много схем, на самом деле. Зачем им апки вообще? Ну, то есть, соответственно, если они могут билить все на вебе, зачем вообще потом переводить в апку? Сервис в апке, скорее всего. Конечно, да. Сервис на вебе давать? Так это же неудобно, ну, камон. Типа, чем ты там фоторедактором будешь, веб-фоторедактором пользоваться, это же херня. Так, у тебя апка-фоторедактор. Ну, конечно, да. Типа апка нужна как, по сути, клиент, да, то есть где пользователь, собственно, сидит и получает то, за что он заплатил. Плюс еще можно вторую подписку взять. Это, кстати, проблема. Это проблема. Это большая проблема, да. Да, это же, типа, это надо быстро очень зарешивать с саппортом, иначе можно чарджбеки словить в этих кейсах. То есть, типа... Я понимаю, конечно. Да. Но есть ребята, у которых бизнес строится на такой схеме, к сожалению. Ну, там это отдельные персонажи. Ну, тут каждый дрочит, как хочет. Смотри, такой вопрос тогда. Давай по ЛТВшке. Если веб растет, давай я даже не буду спрашивать, больше ли ЛТВ пользователя на вебе, которого билет. Давай так, во сколько раз оно больше?
Не могу сказать, не знаю. Окей, окей. Просто у меня реально нету перед лицом оно этой... больше. Да, но он точно выше, конечно. Но acquisition cost выше будет в Вейбле, то есть там много всякого трафа левого. Там Ну, будет... проходимость там, да, все ниже. Как Да, минимум да. просто проходимость платежей ниже. То есть, Да. типа, там, Вот вообще правило как бы такое хорошего тона, джентльменского. Вот, первое, это надо всегда давать рефанд, если вы попросили. Это вот первое правило, чтобы не засрать себе платежный аккаунт. Только человек намекнул на рефанд, надо сразу его выдавать. Не спорить, ничего, надо просто выдавать. Ну да, и там не делать всякую дичь. Тогда как бы... Ну, я знаю очень крупные компании, которые используют Stripe, хотя Stripe очень агрессивный. Ну Все да, и там сколько, не больше 1% можно, да? Да. И все как бы у них в порядке. What up? Можем про триатлон поговорить еще. А, ты триатлонист? Да, но я довольно много занимаюсь спортом. Почти все время это либо велосипед, либо триатлон. Ну, в зависимости от сезона. У меня там много всяких стартов. Я люблю гонки. Вот. Несколько нормально делал. Сейчас в этом году 2 будет еще. Это тебе как-то помогает в работе? Или Или наоборот, мешает. Или мешает? Как Не, ты но считаешь? финансово это мешает, наверное, немного, потому что триатлон это это дорого, давай. Да не, это на самом деле кайф. Очень много чуваков, с которыми я познакомился из-за триатлона, потому что там такие серьезные дядьки обычно бывают. То есть помогает нетворкингом, да? Ну да, мне кажется, это точно помогает с нетворкингом, и это помогает, ну, как-то, короче... Да не, вообще, велогонки — это просто очень круто. Ну, то есть, типа, я надеюсь, что когда мы доберемся до 100 миллионов ARR, мы сделаем свою велокоманду. Ну, этого вам, собственно, и желаю. Да, это было бы круто. Мы, кстати, сейчас даже... То есть я достаточно много занимаюсь там спортом и здоровьем, и у нас, я надеюсь, скоро в компании даже появятся бонусы за здоровый образ жизни. А ты, Так, кстати, кстати, насколько я бонус. понимаю, в Лондоне, а у вас основа команды где? Или все ремоут? все ремоут. Партнеры в Лондоне живут по адапте. Большая часть у нас в Польше, в Сербии. И у нас, так как для нас очень важен турецкий рынок, у нас большая часть команд в Турции. А вообще, кстати, большое комьюнити мобильных разработчиков в Лондоне? Потому что ребята говорят, что ты... Нету? Нет, это вообще... Короче, здесь... Не, ну там маскарады же разные вроде есть, еще кто-то. Не, ну да, был. здесь есть точечно вот ребята, которые продали успешные проекты и сюда Да. переехали, но это все равно выходцы из СНГ, так или иначе. Потому что в Польше очень много разного Польши рода. очень много, да. Здесь очень... Мне кажется, здесь как в Америке. Здесь очень много инди. Мгм. И вот у меня есть некоторых инди-комьюнити, но там средний заработок приложения, мне кажется, там $50 в месяц. В хороший Ну да. месяц. И Ну, в Лондоне так не проживешь, написано. там на $50 в Лондоне сложно прожить. И там во многом, мне кажется, гипотеза про то, что многие люди делают приложение как хобби или как сайт-проект, чтобы найти основную работу, это действительно правда, потому что там все обсуждают, какой там внедрить новый фреймворк или библиотеку. Даже в чатах про монетизацию все обсуждают тоже что-то такого рода. Это, в общем... Там много, ну, слушай, просто это как бы вроде как очевидно для многих людей. Мы вот много знаем ребят, которые, ну, как бы хотели бы это все замонетизировать, но там из разных сфер делают просто мобильные приложения. Они у них никогда не окупаются. Вот, но всегда у всех, знаешь, такая золотая мечта, что вот рано или поздно вот той вот фигней, которой я занимаюсь, я перестану заниматься, вот сделаю приложение и стану известным на весь мир, красивым, молодым. Надо B2B SaaS сделать, короче, ребят, кто слушает. Не анализируя. Да, несмотря ни конкурентов, ни есть кто-то вообще нету. Просто берешь и делаешь. Надо сделать еще одну CRM. 1С еще. Очень широкая ниша для роста в CRM-ке будет. Очень много незакрытых клиентов. Надо инвестировать в крипту. Тапать хомяка, знаешь? Чтобы заработать X пополам, да? И попал.
Говорят, знаешь этот анекдот, что сколько надо денег, чтобы заработать $1 000 000 на крипте? Говорит, ну, я думаю, 2 хватит. Да не, ну, кстати, у нас там одна из идей, мы хотим попробовать сделать, ну, как-то крипто-эквайринг, это жестко звучит, но мы хотим попробовать вот сделать все, что мы сделаем для тех, кто принимает оплату в крипте, сделать вот всю эту инфраструктурную штуку для крипты. Ну, там много нюансов есть процессуальных, насколько я знаю, касательно оплаты в крипте и тех, кто занимается разными вещами, где потом принимает оплату в крипте. То есть там разные ниши, и есть такие high-risk ниши. То есть в этом плане. Если это там условно известные паблишеры, которые делают все прозрачно, это одна история. Ну, как бы там есть другие ребята, с которыми там другая история. Поэтому, я так понимаю, вы это хотите просто как бы расширить для того, чтобы выступать payment-провайдером в том числе? Ну, возможно, да, но скорее нам интересно именно инфраструктурную штуку делать. То есть вот как Adapti, да, Adapti — это не платежный тул, да, у нас нет там токенов и так далее. Но мы делаем все вокруг вот этого, все, что нужно. И вот такая идея сделать вокруг крипты, может быть, но там я не могу сказать, что очень круто разбираюсь в этом. Ну если не выступать payment-провайдером, то тогда это же по факту тоже будет SaaS-решение. Типа, Да, так я и хочу глобальное SaaS сделать. да, ну это звучит хорошо, кстати. Ну вот. Но пока, да, у нас веб. Так, Виталик, в крипте не надо разбираться, чтобы продавать SaaS-решения. Так же, как, судя по всему, и в мобильных приложениях. Берешь и делаешь, и все. Надо токен запустить просто уже наконец. Ну да, конечно. Адапти токен запустить. Адаптируемся к крипте. И сотрудникам платить. ICO надо сделать просто. Это же, знаешь, это вообще ж крутая вещь. Я не знаю, до сих пор так мало людей этим пользуются. Ты же по факту можешь имитировать любые деньги сам. И кому хочешь ими платить и говорить. Ну, могу, да, но... Так еще и сделать, что, ребят, за услуги Адапти вы можете оплачивать только Адапти токеном. Да, Адапти токеном. Работаешь в Адапте, зарплату только в Адапти Ну, токеном. это вот Salesforce, я думаю, если так сделает, это, конечно, будет хороший очень прецедент. Тогда пусть все так делают, и все будет заебись. Но тогда нужно будет как-то, понимаешь, какой-то универсальный какой-то конвертер должен быть. Как бы какой-то... И биржа нужна очень жесткая, условно, если токены разных компаний. Короче, это сложно очень все сразу. Да, это и решаемо все. Главное сделать токен, а дальше все несется. Дальше все пойдет само, да? Хорошо, Виталий, спасибо тебе большое. Спасибо, что пришел. Виртуально пожимаю тебе руку. Приятно было пообщаться. Да.